Доброго времени суток всем любителям магии, эзотерики и мистики. Сегодня я хочу рассказать немного о фамильярах, которые я создаю сама. Начала их делать буквально недавно, хотя это основная моя специализация. Исследование других миров, исследование других существ, взаимодействие с существами. Среди практиков это демонология, демонолог, тот, кто исследует другие миры и контактирует с другими существами. Или бестмастер. Однако существа, пока которых я создаю, фамильярчики, они не являются бестиями как таковыми. Они приходят ко мне вот в таком виде, в которых мы их видим, и я просто создаю им тело такое, какое пришло. Эти существа все дружелюбны, они заинтересованы в контакте с человеком, им интересен наш мир, и им особо будет интересно, если вы занимаетесь, если вы практикуете, и вы сможете с ним тогда полноценно взаимодействовать. То есть это такой компаньон-помощник. Он может чему-то вас научить, а также вы можете у него просить о помощи. Ну, в данном случае у нас здесь такая красавица Ник, это девочка, чистота аджны чакры. Пришла она ко мне самая первая, и, видимо, вот как оно начало создаваться, сейчас будет приходить все больше и больше существ. То есть повтора вот такого точь-точь его не будет, поскольку вот он пришел вот такой. Она в данном случае, это девочка иньской природы, существо, поэтому больше все-таки мы считаем, что это женский, да, пол. И повтора такого не будет. То есть вот она одна такая, сделана из красивого меха, с красивыми перышками. Ключики у нее здесь вот такие очень милые, симпатичные, зашиты в мехе. Очень мягкая, очень красивая. Глаз голубой, полимерная глина и небольшой камушек, который вот так вот сверкает. Сзади давайте мы ее посмотрим. У нее небольшие рожки такие. И вот такой очень приятный синий, темно-синий мех, очень мягкий, очень такой приятный, хочется трогать, гладить. Обладает она очень мягким характером, чистота аджна чакры. И основная ее задача как помощника фамильяра – это приносить информацию, доступ к информации. Кому будет полезен такой помощник? Конечно же, тем, кто гадает, предсказывает, и для тех, кто хочет знать ответы на свои вопросы, получать информацию, предупреждения. Если вы практикуете, это замечательно. То есть для тарологов это просто вообще прекрасная помощница. Она будет вам помогать, будет подсказывать, может давать какие-то советы и рассказывать о каких-то ситуациях. Если вы не практикуете, то можете просто задавать ей вопросы, и ответ будет как-то к вам приходить. То есть это же живое существо, нужно это понимать. Партнера, компаньона она выбирает себе сама. Как понять, что вас выбрали? Ну, вам очень нравится это существо. Вам нравится вот эта девочка прекрасная, вам хочется ее гладить, вам хочется ее взять, обнять, положить ей какую-нибудь вкусняшку, лимончик, конфетку. Да, подношение обязательно требуется, это будет усиливать контакт. Это будет усиливать вашу связь с вот этим существом, и ваше взаимодействие будет максимально гармоничным и плотным. То есть кормить желательно раз в неделю или как вам хочется, как вы чувствуете, как вам она скажет. Если вы ничего не чувствуете, да, то значит резонанса меньше, отношения можно наладить, то есть, возможно, все равно, если к вам пришла вот такая красавица, это значит не просто так, как к вам она пришла. Может быть, у вас низкая чувствительность, и вы просто не чувствуете, не можете просканировать, тем более мы снимаем на видео, не всегда это легко так вот почувствовать, да, существо, но контакт наладить можно. Если же у вас вызывает вот это вот создание неприязнь, отторжение и вот вообще какие-то негативные ассоциации, даже от моих слов, потому что я вам транслирую вот этот поток, транслирую энергию от нее, то значит резонанса нет.
Да? То есть то же самое, как с людьми. Люди нам либо симпатичны, либо не симпатичны. С кем-то мы хотим общаться, а с кем-то нет. И с животными тоже. Каких-то там котиков, собачек хочется себе забрать домой, а каких-то вот не хочется. Вот. Но отношения можно наладить, однако если вызывает негатив у вас, да, вот неприязнь, то, скорее всего, резонанса нет, либо существо вас не выбрало, да, оно вам показывает, как-то агрессирует, защищается, то есть сложно будет наладить отношения достаточно. Также здесь надо понимать, что это не игрушка, детям это не дается играть. Во-первых, тут много мелких деталей, во-вторых, это полимерная глина, ручная работа, все достаточно хрупкое, то есть и другим людям тоже это не нужно давать сильно лапать руками, так как это будет загрязнять. И тогда ваша помощница, она не сможет вам приносить чистую информацию. То есть это фамильяр, да, это живое существо. В шкаф его не нужно прятать, он должен стоять где-то на виду. Ну, вообще в идеале на алтаре, на рабочем столе, то есть и вы с ним постоянно взаимодействуете, либо где-то на полке открытый. Вот, например, у меня вот такая полочка. Сейчас все существа, вот, которые вот приходят и которые создаются, которые прошли ритуал или не прошли ритуал, они стоят здесь, они смотрят за работой, они участвуют в общении и они ищут как бы своего компаньона и те ручки, к которым они придут домой. То есть, если вы берете домой фамильяра, то вы должны быть здесь ответственны в этом плане, иначе он просто от вас уйдет в лучшем случае, а также может устроить забастовку. Да, эта дама у нас с характером. С характером, так или иначе, характер у них есть у всех. Я, например, хотела ей сделать еще такую бутылочку с заклинанием внутрь после ритуала, когда она проходила ритуальную зарядку. Но она ее разбила несколько раз, и поэтому не хочет, не хочет. То есть, да, то есть, если что-то не нравится, фамильяр даст это понять, он вам покажет. То есть, у него тоже есть свой характер, настроение. Но я уверена, что кто-то из вас влюбится и будет идеальным помощником для вас. Ник, она просто великолепна, такая милая девочка, очень красивая, прекрасная. По поводу покупки вы можете перейти на мой сайт Etsy и либо написать мне, но лучше, самое простое это именно смотреть весь ассортимент на Etsy.